Всем привет, это опять я. Вот как вы видите, я в открытом море, на лодочке. Пришло время открывать сезон открытого моря. Пришла уже камбала, пора поживиться этим. Я уже тут между делом немного поймал. Камбала вся одного вида. Я так понимаю, называется сахалинская лиманда. Вот такая вот. Белая брюшка, желтые плавники, темный верх. Вот это вот у меня сейчас в руках, это ее, ну, в принципе, средний размер. Она такая самая частая в уловах. Но есть и существенно крупней. Ловля камбалы, как вы понимаете, дело донное. Вот сейчас вот я уже по удочке слышу, что кто-то наживку трогает. Сейчас я ему дам немножко поджевать. И нет. Подсек впустую. Это ловля дело донное. Все опускается на дно. И на дне находится в максимальном спокойствии. Потому что камбала не очень любит гоняться за приманкой. Вот опять кто-то ковыряет. О. Палка довольно жесткая. По кончику отследить что-то проблематично. Но в руку отщелкивает на ура. Поэтому я все чувствую исключительно ладошкой. Кто-то прицепился хороший, но вроде не камбала. Да, так и есть. Не камбала. Шикарнейших размеров бычок. Так. Бычок та еще тварь, конечно. Мешает рыбачить. Таких я обычно, отпускаю назад. У нас их традиционно выкидывают. У него там даже видно в желудке чья-то пасть. Кого-то он там съел. Вот на нем пиявки сидят. Ну, потому что он сидит на дне постоянно. Опа. Чувствуются поклевочки. О, опа. Да. Кто-то на крючке. Глубина здесь около 20 метров. Ну, как бы катушка скоростная. Поэтому выматываю очень быстро. Вот такая камбалка, это, конечно, совсем не размер. Такая камбалка плывет назад. Опа! Опа! Ну, что-то очень такое скромного размера. Хотя нет, знаете, размер уже проходной. Вполне себе рабочий сковородочный размер. Очень даже. Так, отдавай наживку. Оп. Вот она. Ух ты. Так. Ну, размер хороший. Тащится тяжело. Но что-то не сопротивляется. У нас не сопротивляются, когда две рыбы на гирлянде, либо когда бычок. Так что вот сейчас посмотрим, что там. То ли две рыбы, то ли бычок. Да, две рыбы. Одну возьмем. Ух ты, как глотануло-то вообще. Глотануло просто в желудок. Так, ладно. Эту отпущу. Маленькую. А вот этой предстоит хирургическое вмешательство, потому что крючок, ну вообще, вот там вот видно только ушко крючка.
Опять идет довольно тяжело и почти не сопротивляется, просто тянет. Отсюда вывод, что возможно опять две. А не две, одна, но за хвост. Елки-палки. Крючки острые. С одной стороны хорошо, с другой стороны сечется зараза. Только приманка до дна долетела, тут же кто-то хапнул. Вот так ловко. Ну-ка. Елки-палки. Как они вдвоем успели-то? Одна забагрилась. Вторая за рот. Хотя вот только-только удочка, ну точнее снасть до дна дошла. Вот там. Хорошо тянет. Ну и размерчик приличный. Такую прям приятно ловить уже. На ней и мяса много. Вообще всем хороша. Нет-нет, да и случаются курьезы. Вот здесь я первую поклевку проворонил и дал камбале время съесть второй крючок. У нее 2 крючка изо рта торчат. Прожорливая она, прям очень прожорливая рыба. Ну, давай. Вот она. Ух ты. Как сопротивляется. Не сказать, что прям вообще крупняк, но очень приятно сопротивляется. О, ментайка. Привет, ментайка. А я думал, ты камбала, а ты ментайка. Вот он какой ментайчик. Перезимовал. Зимой какая-то кто-то его съесть пытался. Перезимовал, пока зимовал, тощенький был, а вот снова кто-то съесть пытался. Бедняга, это какие-то у тебя раны или что? Знаете, пожалуй, я его такого несчастного отпущу. Что-то выглядит он, знаете, как-то не совсем съедобно. В таких случаях, поверьте мне, лучше доверять своим ощущениям. Есть только то, что вы стопроцентно готовы есть. А если вы чувствуете какой-то подвох, то не стесняйтесь отказаться. Не жадничайте.
А вот сейчас клюнула нормального размера камбалка. Вот эту камбалу я уже считаю крупной. Ну и смотрите, как она легла в сумку. Ну вот, не на все, конечно, пространство, но на добрую половину пространства. Самая крупная за сегодня. Вот как на рыбалке узнать, что ты поймал достаточно камбалы? Да очень просто. Надо просто посмотреть в сумку и понять, что камбала, вот видите, аж выскакивает уже. У меня одна сейчас выскочила даже за борт. Это вот, хорошенький размер, крупненькая. Это верный сигнал, что пора уже с камбалой завязывать. Закрывать сумку, чтобы уже никто никуда не скакал. И заканчивать на сегодня с камбалой. Ну вот и дошло дело до говорящих рук. Я уже дома, весь массив камбалы я уже разделал. Сейчас уже поздний вечер, потому что разделать камбалу, конечно, дело не самое трудное, но когда ее вот много, как было у меня, ну, довольно заморочно. Какую-то часть отдал родственникам, все любят свежую камбалу. Основную часть своей камбалы засолил и завтра буду развешивать на завялку, я ее буду есть вяленой. А вот 3 самые крупные я буду делать горячего копчения. Если бы я вот таких вот крупных не поймал, я бы вообще не делал горячего копчения, потому что оно хорошо подходит только для крупной рыбы. Подготавливать рыбу для горячего копчения очень просто. Это просто слегка рыбку подсолить. Я вот сейчас ее подсолю. Как видите, даже не подсаливание, а так окропил солью. И поставлю на ночь в холодильник. А с утра уже начну непосредственно копчение. За это время шкура наберет соли в себя. Сколько нужно, передаст дальше в мясо. И самое главное, она станет очень крепкой. И в процессе копчения шкура не развалится. Коптильня у меня лежала всю зиму, и решетка не мылась также всю зиму. Но для этого есть очень простое средство. Средство называется Brand Free. Это кислородный очиститель. Берется несколько столовых ложек. Я добавляю 5. Заливаю все кипятком. Это нужно для того, чтобы активировать этот кислородный очиститель. Видите, как зашипел? Кладу решетку и добавляю немножко холодной воды. Вот сейчас отчетливо видна работа очистителя. Вода уже такая коричнево-черная, грязная. И видно, как снизу поднимаются вот такие вот фонтаны, прям бьют. И я периодически подхожу со щеткой и помогаю очистителю делать свое дело. А еще я использую кислородный очиститель для очистки своих термосов. Вот этот термос прекрасно отработал всю зиму, и внутри него порядочно такой вот накипи от чая, налета. Это чистится очень просто. Я беру 1,5 столовые ложки, давайте добавим 2, чтобы было прям красиво, кислородного очистителя. И сверху все это заливается кипяточком. Главное сейчас, видите, термос стоит в специальной подставке. Я просто использовал пищевой контейнер. Это чтобы не пропустить шоу. Видите, начинает из горла лезть грязная пена. Пена коричневая. Вот сейчас, правда, уже стало чуть посветлее. Первые натеки были прям коричневые. Термос все еще шипит, а внизу в контейнере видна уже грязная жижа. Раньше эта грязная жижа была налетом на стенках этого термоса. Вот такая вот желтая жижа была внутри.
А тормозок теперь чистенький. Решетка пролежала в растворе более часа, и я ей немножечко помог металлической щеткой. Вот так, собственно, я ее 2 раза в сезон и возвращаю из небытия при помощи этого средства. Решетке уже 4 года, а выглядит до сих пор, ну, скажем так, максимально прилично, только благодаря уходу за ней. Я ценю кислородный очиститель Brand Free за то, что он экономит мое время и мои усилия. Он имеет честную расфасовку в 1 килограмм и стоит очень приемлемых денег. Его можно взять на всех крупных маркетплейсах, например, на Wildberries и на Озон. Там, кстати, какое-то огромное количество отзывов по этому средству. Рекомендую почитать тем, кто еще сомневается, ну, или не сделал свой выбор. Я оставлю ссылку на это средство в описании к этому видео. Разжигать мангал дома я не рискнул, поэтому выбрался на природу. Здесь есть принципиальная вещь. Мангал должен быть растоплен какими-то лиственными дровами. Вот сейчас здесь у меня ольха, ива и бузина. Когда дрова почти прогорели, самое время разворошить их и положить сверху решетку. Когда решетка прогреется, выкладываем рыбу. Затем рыбу нужно накрыть сверху крышкой. У меня дымовые отверстия уже отрегулированы так, как нужно. И нужно еще снизу открыть поддувало на полную. 10 минут и рыба готова. Это не совсем горячее копчение в его классическом виде, но я так готовлю уже очень давно, и результат мне очень нравится. Прошло 14 минут. Первое время дым активно валил из отверстий, потом угли подпрогорели, и рыба просто томилась. Самое время открывать. Ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть подпрогорели плавнички, но это нормально. Главное, что сама рыба не сгорела. Главное, что сама рыба имеет прекрасный цвет. Немножко, правда, пепла, но это сейчас просто можно сдуть. Фух, какова красота. Вообще-то я вот любую рыбу такого вот горячего копчения люблю есть прям горячей. Но в данном случае решил дать ей остынуть, чтобы почувствовать вкус по максимуму. Мясо рыхлое, как суфле. Но оно, собственно, такое и должно быть у камбалы. Поэтому, когда мне комментируют люди, которые говорят, что купили где-нибудь там в Омске камбалу, и она воняет, когда жарится, я вам сразу говорю, что вы купили что-то... Не камбалу вы купили. Чудесный вкус копчения и мяса. Нежное-нежное, просто нереально нежное. Оно напоминает больше, знаете, вот какое-то кондитерское изделие. Какой-то мусс по консистенции. Вот. Невозможно наесться. Всем пока-пока. До свидания.